Все биохимические процессы в нашем организме с точки зрения химии – это реакции в водном растворе. Так вот, тепло-горячая вода мягко растворяет и вымывает накопившиеся за ночь на стенках желудка и кишечника остатки пищи, желудочный сок, слизь. Тем самым происходит очищение организма от шлаков, ускоряются обменные процессы, улучшается перистальтика кишечника, кровоток, состояние кожи и цвет лица. Также пропадают прыщи, причиной появления которых является застой желчи. В целом происходит глубокая детоксикация организма, в результате чего организм преображается и молодеет. Вода правильной температуры не задерживается в желудке. Через специальный желоб такая вода проходит транзитом, сразу попадая в кишечник. Кстати, только чистая вода не требует переваривания. Любые напитки, даже слабые чаи, желудок так быстро не пропустит. Находясь в кишечнике, теплая вода эффективно увлажняет и очищает организм. В частности, очищается кровь, улучшаются процессы естественной детоксикации тела через почки, кожу, лимфатическую систему. Этот способ очищения позволит: первое – избавиться от хронических запоров. Второе – похудеть. Третье – сделать кожу чище. Четвертое – активизировать очищение почек, желчного пузыря и печени. Пятое – очень мягко и постепенно вывести песок и камни из почек, желчного пузыря, печени. Разумеется, весь секрет не только в воде, но в том, когда ее пить, сколько ее пить и какой должна быть температура воды, чтобы она попадала сразу в кишечник. Давайте разберемся в этом прямо сейчас. Итак, как пить воду правильно? За 30 минут до завтрака каждое утро натощак нужно выпивать 2 стакана тепло-горячей воды. Пить тепло-горячую воду нужно аккуратно, мелкими глоточками и не спеша. Позже мы расскажем почему. Далее. Вода должна быть обязательно температуры 40-42 градуса по Цельсию. Вам придется приобрести специальный термочайник или термометр для воды и термос. Какая польза воды 40-42 градуса? Немного теорий. Каким образом вода попадает в организм и восполняет все жидкие среды – кровь, межклеточную жидкость, лимфу и так далее. На первый взгляд через желудок. А вот и нет. Основное место, где вода впитывается в кровь для восполнения потери жидкости – в кишечнике. Разумеется, вода в желудке тоже впитывается, но это не является основным местом, откуда идет основное восполнение воды во всех жидких средах. А значит, вода, которую мы пьем, должна соответствовать именно этой цели – скорее попасть в кишечник без долгой задержки в желудке. Каким образом это лучше всего сделать? Если мы посмотрим на желудок, то увидим, что он располагается в 2 плоскостях – на входе вертикально, а на выходе практически горизонтально. Таким образом, содержимое желудка выходит из него практически горизонтально, а регулирует этот выход сфинктер, называемый привратником желудка. Пока пища не согрелась, если холодная, и не обработалась соляной кислотой, которую выделяет желудок, привратник закрыт. Как только пища полностью согрелась и обработалась, привратник открывается и пищевая кашица химус выходит в двенадцатиперстую кишку. Если мы присмотримся к желудку, то заметим, что вдоль его левой стенки, называемой малая кривизна желудка, есть очень длинные волокна и расположены так, что образуют словно бы желоб. Если то, что входит в желудок, не надо переваривать и не надо согревать, то оно буквально проскакивает по этому самому желудочному желобу. И привратник этому не препятствует, поскольку все соблюдено. Переваривать не надо, согревать не надо. Так вот, единственной субстанцией, которую не нужно переваривать, является вода. И если соблюдено второе условие, не надо согревать, то вода действительно сразу течет через сфинктер в щелочную среду двенадцатиперстой кишки, где тут же и впитывается в кровь, которая у нас тоже, как известно, щелочная. Теперь немного об объеме выпитой воды. Если объем выпитой воды небольшой и вода при этом впитывается натощак,
Тогда стенки желудка от небольшого объема не растягиваются. Следовательно, сигналов к выделению существенного количества соляной кислоты в желудке нет. Она выделяется в очень небольшом количестве, так как вода не дистиллированная и все равно содержит какие-то минералы. А что будет, если объем воды большой или вода содержит пищевые добавки? Во-первых, вода, подкисленная соляной кислотой, начинает перевариваться и всасывается. И оказывается, по данным известного диетолога и нутрициолога Хазовой, вода, переваренная желудком, в основном идет не во внеклеточную жидкость, а во внутриклеточную жидкость, в результате чего клетки просто разбухают, и мы имеем отечность тканей. Итак, вывод такой: чем дольше вода стоит в желудке, тем меньше ее попадает в кровь и вообще во внеклеточные жидкости. Более того, от такой воды мы можем иметь и отрицательный для здоровья эффект в виде отеков. Есть тут еще один момент. Откуда берется энергия на согревание этой воды? Оказывается, согревается вода энергией окружающих желудок органов, и особенно почек. Именно так говорят источники по китайской медицине. Именно почки греют воду в желудке. Желудок – полый орган, у него своего тепла нет. А вот у плотных органов есть своя энергия и свое тепло. Короче, мы тратим энергию своих собственных внутренних органов. А зачем? Не лучше ли потратить энергию внешнюю? Нажать кнопку на чайнике и полминуты подогреть воду. Когда же мы пьем воду тепло-горячую, то она не только восполняет ту самую основу жизни, но еще и согревает тело. То есть экономит нам энергию, которую мы постоянно тратим на поддержание положенной температуры внутренних сред. То есть наиболее подходящий температурный режим для воды 40-42 градуса по Цельсию. Очень важно пить чистую воду без каких-либо добавок и пить ее на пустой желудок. Это можно сделать только утром после пробуждения или спустя 2-3 часа после последнего приема пищи. Сколько пить горячей воды? Если ваша цель ускорить обменные процессы и наладить пищеварение, то достаточно 1-2 стаканов утром за 30 минут до еды. Выпить воду необходимо медленно, мелкими глотками. Если ваша цель – очистка организма, то будет лучше, если весь объем воды, необходимый вам в сутки, вы станете принимать в подогретом виде. Чтобы вода усваивалась и не было отеков, что характерно при гипотериозе, нужно пить такую воду по пару глотков каждый час в течение дня. Термос вам в помощь. Обращаем ваше внимание на один момент. При такой чистке могут возникать слабость или легкие боли, но их не нужно бояться, ведь как раз они и являются свидетельством того, что процесс очищения идет, и тело постепенно избавляется от шлаков и токсинов. Нужно продолжать, и вскоре дискомфорт будет уменьшаться. Кстати, при отсутствии хронических заболеваний никаких болей не будет. Противопоказания. Не стоит употреблять никакое горячее питье, если есть: первое – обострение кишечных заболеваний, второе – язва желудка в стадии обострения. Рассмотрев влияние горячей воды, можно сделать вывод: этот способ оздоровления прост и доступен каждому человеку. Это самая дешевая детокс-программа для вашего здоровья. Если взять ее на вооружение, то уже через 2-3 недели можно наблюдать улучшение, бесперебойную работу кишечника, похудение, легкость, свежесть кожи и хорошее настроение. Если у вас будут вопросы по теме, пишите, мы ответим.